Всем привет! Продолжаем подготовку КамАЗа. Парни, сейчас снимаем колесо. Будем выяснять причину свиста при торможении. Когда тормозишь, неприятный металлический свист. Именно в этом колесе. Выяснил в процессе работы, когда полез подводить колеса. При подводке колодок, чтобы они немножко чиркали, как обычно делаем по барабану. Руками прокручиваешь колесо, оно уже посвистывало. Колесо тормозит, все хорошо, но вот этот неприятный свист и скрип металлический присутствует. Будем выяснять. То ли стерлись накладки, то ли пружина какая попала. Будем смотреть. Пробег этого колеса 20 тысяч. То, наверное, максимум. Я сомневаюсь, конечно, что стерлись. Ну, разберем, посмотрим. Все, парни, колеса сняли. Смотрите, поддомкратил трещотку. Вторым домкратом колесо. Немножко почистили. Барабанчик. Колодки развел. Снимаем втулочки, направляющие колес. Сейчас будем сбивать барабан. А так, сняли. Ну, вроде как бы сидит, но я не уверен, что он прям плотно сидит. Ну, даже можно проверить болтиками. Ну, некоторые скажут, а то стучишь, долбишь. Стучать нельзя, под тягу домкратить нельзя. Парни, вот ставлю домкрат под тягу, да практически всегда на пустой машине я это делаю. Вот смотрите, видите, всю жизнь сколько работаю на КамАЗах, по молодости работал, сейчас свой, и не пойму, причину-то назовите, что нельзя ставить. Назовите причину. Вот ты ставишь, да, я ставлю. А что происходит-то? Вы мне ответьте. Ну, поставил я домкрат под тягу. Машина пустая. Нагрузка на домкрат, чтобы поднять одно колесо, минимальная. А тяга-то работает. Под какой нагрузкой?
скажите мне, пожалуйста, вес в бочке 17 тонн. То же самое. Тяга работает. Значит, нельзя грузить. Я не понимаю. Скажите, что будет? Вот всю жизнь поднимаю. Скажите, что будет. Я попробую. Поддомкрачу так, чтобы что-то сломалось. Да ничего не ломается, парни. Кто-то один прогнал эту мысль, и все подхватили. Пустая машина. Груженую, да, я не поднимаю за тягу. А пустую поднимаю, пожалуйста. Короче, даже одного болта хватило, завернул. Все, барабан уже шевелится. Как бы показать? Ладно. Барабанчик отошел. Только одним болтиком завернул. Вот. Откручиваем сейчас назад все это хозяйство. И снимаем барабан. Медная смазка творит чудеса. А можно вот так сделать. Да все, он шатается. Снимаем. Ну, сняли барабанчик. Давайте посмотрим, что у нас тут. А тут у нас, парни, углы почему-то все поколоты. Колодки все жеваны, потресканные. Смотрите, углы колоты. Попутал я колесо. Здесь не новые колодки я ставил. А здесь клепали. Смотрите, все полопалось. 20 тысяч пробега. Все отколото. Такое оставлять мы не будем. Здесь накладки были в стандарте. Были в стандарте. Так что мы их просто заменим. И по ходу, судя вот по этому натертости, колодка, наверное, терлась вот здесь. Я вообще даже не пойму. Но здесь блеск набит. Может быть, эту вот фасочку немножко снимет поглубже. Колодка это терлась или накладка, потому что, смотрите, здесь нету ничего такого. А здесь ступенька. Но он не оригинальный барабан. Неизвестно, чей это. Ну, в принципе, ничего страшного. Никакие пружины не слетели. Все целое. Колодки не шатаются. Вот. Просто переклепываем накладки. Делать я это сам не буду. Отвезу токарю. Он мне сделает накладочки. И заодно померит хорошенько барабанчик. Может быть, уже пора ремонтные вставлять. Посмотрим. Потому что я колодки свел. Вот, смотрите, как находится кулак. Так что посмотрим,
Он наполовину раздвинут. Может быть, сюда уже поставим ремонтную. Так, парни, на этом пока все. Итак, парни, вот колодочки. Все наклепано. Барабанчик проточен. Смотрите, и здесь он проточил. Все подровнял. Говорит, что барабан вилял. Но взял здесь прям немножко, еле-еле забыл, сколько он сказал там. В общем, накладки стандартные. Вот он все заклепал, все поставил. Пришли, короче, к выводу, парни. Вот старый сбил. Пришли к выводу, что они подгоревшие. Конечно, ничего не это. Я не чувствовал, не жёг. Ну, время, наверное. Плюс качество вот Феррадо. Они все крошатся. То есть на куски. Прям вес молотка. Вот молоточек. Все разваливается. Вот я тут постучал. Прямо в руках разваливается накладка. Скорее всего, они и свистели. Больше свистеть было нечему. Ну и бог с ним. Сейчас, парни, все почистил. Смазываем втулочки. Колечко выпало. Смазываем втулочки, все вычищаем, смазываем и собираем колодочки назад. Так, парни, смотрите, колодочку одну поставили. Так, берем пружину и вторую колодку. Чтобы я не повторялся, ну, покажу еще раз. Смотрите. Одеваем пружину. Одеваем вторую колодку. Запасовываем ее в тормозной кулак. Не надо ничего пыжиться. Все, поставили. Теперь смазанный вал вставляем. И об этом забываем. Все натянуто. Парни, все стоит. Вид сверху. Все, болты прикрутили. Фиксаторы поставили. Ничего не открутится, ничего никуда не выйдет. Колодки стоят плотно, ничего не шатается. Подчищаем здесь плоскость под посадочное место барабана свеженькой медяшечкой брызнем маленько. Как видите, тут все практически осталось. Барабанчик изнутри обработаем тоже медяшечкой и ставим. В принципе, парни, сами видите состояние. Все чисто.
барабанчик обработаем. Так, смотрим. Подгоняем его под отверстие, чтобы у нас все совпадало. И кидаем барабан. Поехали. Готово. Готово, парни. Все. Барабан поставили. Заключительный момент. Направляющий втулки я ставлю. Чтобы диск колеса был ровно по шпильке. Все, никакими болтами больше я не прикручиваю. Все, крутится, все двигается. Вот так, парни. Все собрали. Так, еще смотрим. Смотрим. Варил домики, стягивал болтами. Ну и смотрите, прихватил прям по капельке, чтобы на всякий случай не отвалилось. Вот 20 тысяч рессорка прошла после ремонта. Вот как зазорчик был, где-то миллиметров 5 общий зазор. Здесь все равно по бокам оставляю зазор. Общий зазор где-то миллиметров 5. Углы подрезал, рессора не сместилась, чашки не разбиты. Вернее, не чашки, а домик вот здесь по бокам не разбивает, потому что лист не достает. Вот так вроде все. Ну и бонусом, как я говорил, выхлоп подогнать. Вот уже трубу надрезал, прикинул, хочу ее вот здесь вдоль бака пустить, чтобы она дула в сторону, но никак не вниз. Вот так я сделал. Вот так, парни, смотрите. Тут скрывал. Здесь надрезал, изгиб выпрямлял, вставочку сделал 2,5 миллиметра. Здесь металл ухо крепления. Здесь тоже изгиб выпрямил. У меня получилось до земли теперь далеко, чтобы на трубе не повиснуть. Ну и дует, смотрите. Дует немножко взад и ровно, грубо говоря, почти параллельно земле. На объект иногда заезжаешь, там везде пыль строительная. Если глушитель дует вниз, поднимает кошмар. Вот так, в принципе, получилось. На этом, парни, все. Сейчас колеса поставлю. И на этом все. Все, ребят, всем удачи. В следующей серии будем заниматься всеми делами под кабиной. Под кабиной много дел. Все, до встречи.